Приветствую вас, мои уважаемые и дорогие друзья. Приглашаю вас на этот расклад касательно вашей жизни. Здесь можно поговорить с картами, с высшими силами о мужчине, вызвать его на откровенный разговор, спросить, что он действительно думает о вас и чувствует, потому что очень часто, практически всегда, люди не говорят нам. Многое скрывают, да, потому что боятся, может быть, чего-то. Вот такие карты зеленые и вот такие космические. Такие космические будут для вас работать. Можно выбрать зеленые или космические карты. Это карты Луны, видите, все фазы Луны. Вот эти можно выбрать, или же вот с пентаграммой и с розами. Но я советую в любом случае просматривать все видео, потому что прояснится то, что должно проясниться, и обязательно будет ответ на ваш вопрос. Да? Что мужчина, партнер, вторая половинка. Расклад для всех, конечно, и для мужчин, и для женщин, безусловно. Что вторая половинка думает о вас сейчас, что чувствует, что хочет делать. Приглашаю вас от чистого сердца в мою студию в Ванкувере. И будем смотреть. Расклад актуален именно в тот момент, когда вы нашли. Что это человек, которого вы загадали, о котором вы сейчас думаете. И может быть у вас двойственное чувство любви и ненависти. Так бывает часто, так практически бывает всегда, если отношения больше, чем 1 год. Кое-что нам нравится в партнере, кое-что нет. Мы партнера знаем уже больше и с чем-то соглашаемся, а с чем-то и нет. Итак, что же скажет зеленое Таро по этому поводу? Сразу выходит карта влюбленные. Номер 6, старший аркан, карта влюбленные. Вышло моментально сразу. О чем здесь идет разговор? Конечно же, о том, что сейчас высшие силы в этот момент, когда вы смотрите, хотят передать вам очень важное послание. О том, что человек, о котором вы думаете, думает и о вас. Карта влюбленные говорит, что этот человек вас любит, человек хочет быть с вами, человек вам предан во многих отношениях. И знаете, бывает так, что мы не верим в это, пока мы не видим это на карте. Человек действительно хочет быть с вами, да? Влюбленный – это такой тандем, это союз, когда есть любовь и есть продолжение отношений. Карта старшего аркана, карта о любви, о переходе на новые качества в любви. То есть, знаете, если вначале была только такая влюбленность чисто на физическом уровне, здесь влюбленность тоже в человека, в его душу. Вот на таком этапе вы сейчас находитесь, и обычно такой этап, он сложный, переходный, поэтому могут всплывать всякие кармические заморочки, так называемые, да, когда человек не знает, что ему делать, и где-то, может быть, делает ошибку, где-то, может быть, говорит лишнее или ведет себя странно, да, по отношению к вам. Я сейчас хочу сделать упор, чтобы на этот упор, с вашего позволения, ставить карты вам, да. Ну, вот такая карта влюбленная. Самая первая, самая мощная для любви, самая лучшая, потому что это переход. Вы знаете, отношения с человеком никогда не могут оставаться на прежнем уровне. Вообще ничего не бывает постоянным, да, все меняется. И когда выходит карта перехода, карта влюбленная, здесь однозначно, что человек в вас заинтересован, и он будет, или она, будет стараться приспособиться к новым обстоятельствам, к новым энергетикам в ваших отношениях. Да? Вы уже многое знаете друг от друга, и это будет новый виток. Для кого-то это замужество, для кого-то вы съедетесь вместе, новый виток. Для кого-то новый виток – это Новый год ваших отношений. Да? Здесь выходит тройка меча. И это сильная карта, что касается того, что вы сейчас входите в новую дверь. Видите, вы стоите на пороге, новая дверь перед вами открывается. И эта дверь может быть вам, странная, не такая, как вы раньше думали будет, да, эта дверь. То есть это дверь в таинственное будущее, которое между вами. И это таинственное будущее будет верное, лебедь впереди, да. Не бойтесь войти в эту дверь и познать новые какие-то интересные этапы на вашем жизненном пути с этим человеком.
Это новая дверь, это может быть новый разговор с ним или с ней, более откровенный, более глубокий разговор, так как мы все любим, да, но не всегда получается так поговорить. Более глубокий разговор друг с другом. Что еще скажут зеленые карты? Это первая карта маг. Маг. Видите? То есть сейчас действительно открываются небеса, и это старший аркан опять. Открываются небеса, чтобы вы были счастливы вместе. Да, это может быть для вас что-то новое. Человек себя, может, ведет как-то странновато немножко, потому что он, как и вы, приспосабливается к новым обстоятельствам, которые между вами. Он и вы хочет, чтобы что-то стало лучше, чем было, да. И здесь по тройке меча вместе с магом вы боитесь этого этапа. Кстати, тройка меча вместе с магом может быть у кого-то, кто сейчас смотрит, не у всех, а у кого-то. На мужчине есть какое-то магическое воздействие. Кто-то на него негативно влияет. Да, какой-то может быть человек, это может быть и мужчина, и женщина, король меча. Кто-то на мужчину негативно влияет. Навязывает ему мысли, навешивает замки, хочет, чтобы мужчина действовал так, как вот этому человеку выгодно и удобно, да. Я хочу сказать, что вам нужно не бояться вот этого негативного влияния, поскольку чем больше мы боимся, тем хуже получается. Часто именно тот человек, который что-то негативно задумал, вся его суть состоит в том, что он хочет навязать вам страх. Навязать вам страх, да? Вот этот человек хочет навязать вам страх. Зачем он или она это делает? Ну, потому что есть злые люди, у них свой план помешать другим жить. И вот это такая составляющая в их характере есть. Это негативное влияние или обстоятельств, или третьего лица. Четверка чаш. Здесь, может быть, вы представлены, вы ждете от мужчины следующего шага, вы ждете от него поступка. Вы ждете, что он себя проявит, что он сделает то, что должен сделать, то, что обещал давно. Вы ждете. Конечно, ожидание – это вещь очень скользкая, потому что там, где есть ожидание, там нет здесь и сейчас, там, в принципе, нет жизни. Мы как бы предвосхищаем то, чего хотим, да. 20-я карта – это старший аркан «Страшный суд». И опять еще один старший аркан. Видите, мужчина хочет, чтобы было легко жить на свете, да. Он держит в руке какую-то пивную кружку, это намек, метафора на то, что он хочет, чтобы ему вот эти дары все легко давались. Урожайные эти дары, он хочет, чтобы ему легко давались. А вы здесь в переднике, вы работаете. У некоторых проиграется, что мужчина, конечно, любит отдыхать дома, да, пришел домой и вот сделал вид, что очень устал. Когда мужчина говорит: не трожь меня, я очень устал, у меня на работе неприятности, 90%, что это не так. Он просто хочет, чтобы его оставили в покое, он тут же идет к своим гаджетам, он тут же погружается в свой какой-то пустой мир, там, где его даже нет. Он такой, знаете, мир, в котором он находится как в потемках. И он там остается до следующего утра. Такое вполне может быть, опять старший аркан. И это карта Иерофанта. Но он, знаете, с таким умным видом может сидеть за этими гаджетами. Типа он занят, он делает какой-то research для работы, исследования. Или же он занят тем, что он отдыхает. Да? Отставь меня, не выноси мне мозг, дай мне отдохнуть, не грузи меня. Вот эти все выражения, когда есть, мужчина избегает действительности. И он сам этого не осознает очень часто. Он избегает действительности и сам этого не осознает. Потому что ему так легче, ему так проще, он знает, что накапливается какая-то обида с вашей стороны. Это если вы живете вместе. Вот эти три карты, как проиграются, если вы не живете вместе. Мужчина появляется, когда ему удобно, да, когда вот он в хорошем расположении духа. Он боится появиться навстречу, свидание вам назначить, когда он в плохом расположении духа. Почему? Потому что он не хочет, чтобы вы увидели, что он бывает и грубый, и злой, бывает всякий, как каждый человек, бывает всякий. Он на нас, на всех иногда находит такой какой-то невроз, да, находит нас какое-то состояние отчаяния, когда мы можем и крикнуть, и раздраженными быть. Но мужчина не хочет, чтобы это проявилась его черта. Он хочет, чтобы все было как покрыто вот какой-то тайной, потому что девятка пентаклей, когда вот все хорошо на внешнем уровне.
на внешнем уровне все хорошо, нечего бояться, все нормально. И вот такое замалчивание, оно, конечно, никому, ни к чему хорошему не ведет, потому что и вы не можете определиться, вы ждете, что он проявится со всех сторон, как любой человек, это 360 градусов, да, то есть в 360 ситуаций, 360 раз может меняться настроение, характер. Вы хотите его увидеть со всех сторон, если вы с ним встречаетесь, чтобы определиться. Нельзя влюбляться в человека, пока вы не узнаете его получше, да. Но он делает вот что. Он где-то прячется, появляется, исчезает. Вы начинаете в него влюбляться, вы хотите с ним встречи, вы хотите того, чтобы как-то получилось получше между вами. Да? Я смотрю, что карты выходят такие яркие, и я вижу, что с этим мужчиной возможно счастье, если бы только он не старался прикидываться и скрывать какую-то часть своей жизни, что он всеми силами души старается скрывать. И на самом деле вам страшно, потому что вы не знаете, что он скрывает, почему он скрывает, вот не знаете ничего. Он до такой степени все сделал мутным, непонятным, и оно выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Восьмерка меча говорит, вы пугаетесь того, чего нет. Может быть, это было что-то в ваших прошлых отношениях, или же даже в прошлых жизнях какая-то карма, чего вы боитесь, мужчину резкого, злого, абьюзера, вот такого боитесь. Но это же не факт, что это так есть с этим человеком, да, потому что это карта дьявол, да. Она говорит о многом. Дьявол скрывает свое лицо, конечно, да. Но вот в этих картах дьявол, 15-я карта, написано натура, природа, nature, то есть природа. Его природу, он скрывает его природу, он скрывает то, что каждому человеку не присуще, где-то устал, где-то вспылил. Каждый, женщина, мужчина может это иметь, все покрывается любовью, но он боится проявления своей какой-то, знаете, темной натуры, он скрывает какие-то свои темные качества, те качества, которые он сам не любит, и может быть он сам находится вот в таких потемках. Да, вполне возможно, он сам находится в каких потемках. Смотрите, сколько карт старшего аркана, тем более карта дьявол говорит, что он сам для себя какой-то неопознанный дьявол. Ведь дьявол – это страхи, это когда не видно и непонятно. Поэтому то, что неопознано, может быть чем-то хорошим. Не зря в этих картах карта дьявола – это как природа. Да? Природа на Земле, она кажется дьявольской. И, знаете, такая примитивная духовность, старая духовность, она говорит, что там грех, вот, да, тело грех, зачатый в грехе, вот такая вся примитивная духовность не понимает суть природы. Сейчас, когда человек столько понимает больше о природе, мы понимаем, что это вот такая натуральность на Земле, да, все ест что-то, да, в биологическом мире, все защищается от других. Посмотрите, каждое дерево имеет немножко яда в себе, чтобы защитить. Даже землю оно меняет почву в земле, чтобы другие растения некомфортно было жить возле дерева. То есть любой человек – это то же самое проявление природы. И действительно ему некомфортно, когда вы слишком близко подходите, когда вы спрашиваете его, что будет дальше, когда ты сделаешь этот шаг. Потому что он боится, что он не потянет, что-то не потянет, да, это туз чаш. Влюбленность у него есть. Но вот дальше влюбленности он не знает, что будет, потому что когда мы видим карта дьявол и туз чаш это влюбленность, это желание вас видеть, страстность какая-то, да. Дальше этого он не может идти, потому что он не видит, что будет дальше. Знаете, он такой простой мужчина, который вот что видит, то и есть, а что не видит, нет того. И, конечно, расклад показывает мужчину в данный момент, когда вы смотрите. Ведь все может меняться, да, мгновению ока. И поэтому, я говорю, делаю часто расклады, чтобы вы поразмышляли на эту тему, посмотрели, что может быть дальше. Может быть дальше любовь. Он проявит свою натуру постепенно, но вас это не испугает. Его натура не такая страшная, она не такая вредоносная, знаете, как иногда нам кажется. Натура мужчины вредоносной кажется тогда, когда она нам не соответствует, когда есть какое-то глубокое понимание, что ой, а я вообще не так думаю, ой, я не так вижу жизнь. Туз чаш, последняя карта в этой именно колоде, я, как вы поняли, сейчас перехожу на другую, но мне кажется, что все-таки свет у меня темный из-за того, что я
настроила камеру ближе к окну, наверное, это была моя ошибка. Я же хочу, чтобы вам карты было видно, это же очень-очень важно, да? Ну, давайте так сделаем, может, будет виднее немножко. Вот, и сейчас, в этот момент, когда вы смотрите, я хочу, чтобы вы взяли для себя вот такую идею из этого расклада. Я сейчас просто смотрю на то, чего мне раньше было не видно, да, вы себе говорите. Окей, я сейчас смотрю на то, чего раньше мне было не видно, и таким образом я буду знать, как мне с этим человеком взаимодействовать, хорошо? Так что и еще продолжаем смотреть на вот этих космических картах, эти карты Луны. Луна – это отражение Земли, это отражение вашей жизни, да. И как Луна всегда меняется, так и жизнь всегда меняется. И мысли и чувства человека тоже способны меняться. Итак, сразу вышел туз, то есть будет разговор. Разговор будет, может быть, резкий, но конструктивный. Но резкий это будет, потому что вы, наверное, устали от чего-то, вам нужно прояснить ситуацию, вам нужно, чтобы мужчина дал понять, что он имел в виду, вот когда то или другое вам сказал, потому что вам было непонятно. По карте туз меча разговор, может быть, покажется резкий, но он приведет к каким-то директивам, то есть директивы это к какому-то направлению действий. Вот видите, он появится у многих, проиграется, это рыцарь чаш, это встреча, свидание, появится страстная любовь. Кстати, вот рыцарь чаш часто говорит о человеке новом для вас, который хочет появиться в вашу жизнь и, может быть, уже есть даже, может быть, знает вас, где-то следит за вами, хочет выйти с вами на связь. Семерка пентаклей, вы знаете, и не один. Вы очень красивая внешне, но и внутренне тоже, конечно. И кто-то ждет, пока созреет момент, да? Кто-то из вашего окружения ждет, пока созреет момент для встречи. Эта карта неплохая, конечно. Семерка пентаклей показывает, что он выжидает. Может быть, это о вас, если вы поссорились. Человек выжидает, потому что ему важно, чтобы все, что было плохого или больного сказано, чтобы оно как-то себя исчерпало и залечилось временем. Но он прав, время многое может вылечить. Карта Солнца, очень важная карта. 19 номер это 1 плюс 9 у нас будет 10, 10 это 1 плюс 0 будет 1, да, то есть главный, действующий, проясняющий ситуацию, успешный, счастливый, белый конь возможности, да, и ребенок на лошади это значит новое что-то. Новый мужчина может быть вполне на пороге у многих, кстати, такое может быть, да. Карта Солнца говорит, что мужчина хочет проверить свою мужскую сущность, которая у нас архетипичная, сейчас как-то все это стирается, время такое у нас странное, да, сейчас мы живем. Но архетипичная сущность именно у того мужчины, на которого вы сейчас смотрите, очень-очень мощная. Он такой мужчина-мужчина во всех отношениях, да. Но внешне, может, он и мужчина, и такой, как я сказала, но внутри мальчик обидчивый, боягуз, такое слово почему-то из детства моего. Боягуз боится, что вы как-то заметите в нем слабость, да. Пажи это те, кто ищет решения, но они еще не знают, что им делать. Он эмоционально, морально просто как ребенок, незрелый, он боится посмотреть правде в глаза, он боится серьезного разговора. По тузу меча серьезный разговор будет, но мужчина его боится по какой-то причине, боится серьезного разговора. Не умеет он серьезно разговаривать, женщина, это точно. Он считает почему-то, что только в делах нужно серьезно разговаривать, но придется в любом случае ему столкнуться с серьезным разговором с вами, чтобы узнать, что есть что, поставить все точки над «и». И как раз эта тройка жезлов именно о том, что нужно ставить все точки над «и». Здесь, кстати, может быть встреча с мужчиной, может быть, он уехал. Или же кто-то за вами следит из других стран и хочет с вами познакомиться. Здесь перспектива развития отношений или новая встреча. Это одна из самых лучших карт вообще в колоде, тройка жезлов, потому что это перспектива общения. Ну вот на этот раз он надеется, что он не будет себя вести, как бы уходить где-то, как раньше, да, уходить в какие-то обиды, уходить в какие-то претензии. Он надеется, что он, кстати, сам знает за собой
такой грешок. А карта тройка жезлов говорит о страсти к вам. Сейчас просто просуммирую перед тем, как переходить на старший аркан. И это у нас strength, сила. Ну, вместе вы сила, точно рождены друг для друга, точно судьба свела, да, точно вы можете быть счастливы вместе. Что-то плохо видно. Точно можете быть счастливы вместе. Это однозначно. Об этом карта сила. Это однозначно, мои дорогие. Вот такие карты вышли интересные. То есть много динамики сейчас будет происходить между вами. Динамично все будет идти. Динамика будет. Та же карта, что и в прошлых картах вышла. Это 8 меча. Видите? 8 меча может показать на ситуацию, когда и он, и вы боитесь сделать следующий шаг. И он, и вы боитесь. Потому что есть какая-то история, да, есть какие-то события из вашего прошлого, где вы пострадали. Или он тоже, кстати, пострадал. Или это в ваших отношениях было, или в предыдущих. Но 8 меча говорит, и он, и вы боитесь сделать следующий шаг. И у него, и у вас есть какая-то обида друг на друга. Да, жизнь учит. Да, Иерофант – это жизнь учит. Карта, когда жизнь учит. Жизнь показывает все как есть. Открывает то, чего раньше было не видно. И если кто-то, вот, кстати, это негативное влияние, может быть, да? Кто-то навешал каких-то замков, то сейчас ключи откроются. Вот звездные ключи, видите, здесь гороскоп. То есть вы друг другу по гороскопу подходите. И вот такие звезды. Сейчас эти все замки спадут. Все эти присоски, подключки уйдут. Если было негативное влияние, это у некоторых серьезно проиграется, что на вас или на мужчине есть какое-то негативное влияние. Вот, Иерофант – это исцеление от негатива. Это очень хорошая карта. Что касается исцеления от негатива, да. Сейчас именно что-то решается на небесах. Идет борьба между темными и светлыми силами. Происходит исцеление от негатива между вами. Так что что-то будет очень динамично меняться, как я уже сказала, да. 8 чаш говорит, что, ну да, все было, всякое было, да. Вот Луна говорит о переменах, и здесь вот такой стеллиум звезд, знаете, парад звезд. И мечта о том, чтобы все было спокойно. Ведь мужчина часто хочет в отношениях просто спокойствия. Он будет женщиной, с которой ему спокойно. Это самое главное для них. Там, где нет драмы. Ну, вообще-то драма в отношениях, она же часто укорачивает жизнь. Мужчина это знает, они живут меньше, они раньше стареют, и подсознательно они это знают, поэтому они избегают драмы в отношениях, да. Часто поэтому старые люди, ну, у них еще и маразм у старых, когда они находят себе молоденькую, на 40 лет моложе, но тоже они подсознательно думают, что раз она моложе, у нее нет вот истории в жизни, она будет проще в общении. Часто очень ошибаются, не в этом дело в человеке, да, моложе, старше, не в этом дело. Мужчина не хочет драмы. Здесь вышло 2 карты. Королева жезлов – это вы. И 4 меча. Вот кто-то очень недоброжелательно к вам относится. Это кто-то, может быть, из вашего окружения, кто очень недоброжелательно к вам относится. Видите? Сейчас, минуточку, я немножко отодвину. 8 меча, вот видите, и 4 меча. Кто-то очень недоброжелательно относится. И давно, потому что 2 стабильные карты, давно кто-то из его или из вашего окружения хочет вам просто портить жизнь. И королева жезлов – это вы чувствуете, что вы теряете силы. Вам вот уже с этим мужчиной, вот иногда бывает и все равно. Руки опускаются, и бывает все равно. Будет что-то, не будет что-то. Вам надоело. Вам надоело это все анализировать, это все думать, об этом все заботиться. Вам просто надоело, да? И вы уже как бы устали очень сильно. Королева жезлов в сочетании с картой мечей – это
Вы человек, который просто устал от этих качелей, если это вас касается. Но разные моменты расклада будут разных людей касаться. Королева меча. Видите, теперь высшие силы хотят вас вот такой видеть. Сейчас высшие силы хотят вас видеть активной, которая может принимать решения, которая не боится принимать решения. Что-то вышло. И вышла карта звезда, сама вылетела. Вы видели, да? Но знаете, вот вы звезда будете именно вот такой мужской решительности. Потому что до сих пор это ваша мягкость. Все-таки насколько жезлы мягче, чем меч, да? Полная противоположность. Мягкость ваша, желание взаимодействовать, желание научиться взаимодействовать, она не была оценена этим мужчиной по достоинству. И сейчас высшие силы говорят, теперь нужно попробовать другую стратегию с этим человеком. Стратегию решительности, стратегию такого, знаете, пофигизма, можно сказать, здорового. Стратегию «я тоже хочу для себя чего-то в этих отношениях, не все только для тебя». Звезда – это вы, это человек, который знает, чего хочет, да. И вы управляете эмоциями. Вы, видите, вы управляете водой, вы управляете эмоциями. И здесь аист – это перемены в личной жизни у вас будут. Вот с этой решительностью, вот эта черта характера, она у вас есть, только вы ее еще пока не знаете, ее не осознали еще, да. С этой решительностью придет понимание, чего вы хотите. И когда вы повернетесь к себе лицом больше, чем к мужчине, ну, к нему не спиной, там, без резкости, да, вы понимаете сами, а больше к себе лицом, он будет за вами бежать. Если есть убегающий, есть и догоняющий, да, закон физики, так сказать. Семерка жезлов, вы отбиваетесь от врагов, не нужно от них отбиваться, потому что вы их выше. У вас самооценка очень низкая, да, по семерке меча, ой, вернее, жезлов, извините. Но видно, семерка меча тоже здесь имеет место быть, потому что если я назвала карту, карта выходит в духе, да. Вот, по семерке меча у вас проблема понимания себя в отношениях. Вы не видите, как есть все, да, потому что вам очень больно. А по семерке жезлов вы отбиваетесь от недоброжелателей, думая, что если вот они увидят, что вы хороший человек, а вы действительно хороший человек, но им, неважно, им не докажешь это. Но у вас есть это подсознательно, даже если вы сознательно это не делаете, подсознательно вы хотите показать им, что вы хорошие, не нужно ничего показывать. Они чувствуют, что вы хотите показать, что вы хорошие, они чувствуют вашу низкую самооценку, и они могут на этом ехать, да, как вот ведьма на метле, я вам честно это говорю, что вы должны повысить свою самооценку, вы намного выше своих врагов, потому что враги – это те люди, которые желают другим плохого. Они связываются с темной энергетикой. Ну, видите, мечевая карта вышла. Все-таки вышла не семерка, а двойка, но семерка тоже предполагается. Двойка говорит «да». И слева, и справа есть такие люди, может, в вашей родне не любят его, в его родне не любят вас, и так далее, замкнутый круг. Просто замкнутый круг. Но от большой любви к вам. Вот часто родители, они хотят, мол, исправить все ошибки, что были сделаны, когда дети были маленькие, но они не виноваты, что сделали ошибку, но они себе этого простить не могут. Поэтому мешают взрослым детям жить. Девятка пентаклей. Ну, видите, вы будете какая роскошная, да? Вот когда вы станете королевой меча, звездой, и когда вы перестанете понижать свою самооценку путем того, что вы угождаете врагам. Ну, плохому человеку угодить нельзя. Он вымогатель энергии, он в любом случае найдет к чему придраться. Девятка пентаклей – это очень хорошая карта. Это когда вы красавица, умница, роскошная внешность, прекрасное самочувствие и, знаете, ощущение благоустроенности в жизни. И вот от такой женщины мужчина никогда не уйдет, да? Потому что с успешными людьми хочется рядом быть. А успешные люди не те, которые в карьере что-то достигли или у кого денег много, нет. Успешные люди, у кого есть настрой на жизнь, успешный настрой на жизнь, да. Есть такое понимание, знаете, Титаник, да, знаете, Титаник. И желать человеку нужно удачи, потому что на Титанике были и богатые, и успешные, и здоровые, а что с ними случилось? Потому что удачи не было. И вот как раз девятка пентаклей – это удача, это личностный успех, удача у человека.
И Верховная Жрица, пожалуйста. Расклад точно для вас, он многое вам открыл, он показал очень многое, потому что Верховная Жрица – это вы, обладающие знаниями. Это вы, обладающие именно ценной, четкой информацией. И вы теперь будете решать, что вам с этой информацией делать. Я, как, знаете, мессенджер, контактер, я просто в картах вижу информацию, вам ее даю. А уже как вы будете взаимодействовать с этой информацией, это вы решите. Потому что Верховная Жрица – это умный человек, вы умный человек. Вы будете знать, что делать с информацией, которую вы здесь получили. О себе, о мужчине, о вашей будущей жизни. Но я вижу, что если вы воспользуетесь этим видео себе на пользу, вы будете очень довольны. Девятка Пентаклей – это довольная жизнь, это благоустроенная жизнь, да? И, конечно, для этого нужна мудрость, мудрые решения, мудрые поступки, мудрое состояние души и тела. Но вот это все, что у вас обязательно будет, я в этом ни на секунду не сомневаюсь. Такие расклады, мои дорогие, уважаемые друзья. Я надеюсь, вам было видно карты. Напишите в комментариях, было ли все видно и понятно. Если что непонятно, я на будущих видео все разъясню. Вот, и все будет хорошо у вас, потому что вы в правильных руках. Старшие силы, высшие силы, ангелы-хранители, хранители вашего рода, я как контактер, у вас много помощников. Так что у вас все будет просто замечательно. Я это знаю, не сомневаюсь, все будет просто хорошо. И еще я знаю точно, что мы скоро обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока, друзья.